Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство со воспоминаниями генерал-майора Waffen-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Солнечный летний день, как это часто бывает в горах, сменился дождливым вечером, а затем ледяным холодом ночи. Снег покрыл склоны. Солдаты первого батальона лейбштандарта Адольф Гитлер столкнулись со значительно превосходящими силами противника. Он основательно окопался в ожидании нашей атаки. Это произошло на рассвете 12 августа. Свист тяжелых снарядов разорвал тишину. Тяжелые зенитные орудия начали уничтожать обнаруженные очаги сопротивления. Самоходные орудия покатились вперед. Я стоял у оптической трубы, наблюдая за атакой первой роты моторизированной бригады СС лейбштандарта Адольф Гитлер под командованием оберштурмфюрера СС Герда Пляйса. С горы все еще градом сыпались выстрелы. Вся вершина была в дыму, а в воздухе пахло землей и порохом. Вдруг огонь артиллерии прекратился. Пехота ринулась в атаку, пробираясь вверх по горе. Тяжелые самоходные орудия из долины взбирались вверх по склонам. Мы с изумлением смотрели, как самоходки двигаются вперед. Они были все выше и выше, а потом включились в бой. Никто не думал, что можно будет их использовать здесь. Но теперь они были там, наверху, оказывая неоценимую поддержку пехоте. Совершенно потрясенные в результате неожиданного орудийного обстрела немцев, сдавшиеся в плен британцы спустились с перевала. Это были высокие и крепкие парни и серьезные соперники. Наша пехота продвигалась все глубже и глубже в систему английской обороны. Чтобы расчистить дорогу для бронетехники, наши саперы занялись минными полями. Но самую трудную работу, выбивание британцев с их позиций, приходилось выполнять все же пехоте. Мы видели, как стоял потрясенный над останками своего погибшего брата Францла, штурмбанфюрер СС Вит. Францл Вит пытался перейти минное поле и был разорван на части взорвавшимися минами. Рота Пляйса сражалась уже прямо под перевалом. Самоходные орудия уже больше не могли оказывать поддержку нашей пехоте. Нам не были слышны взрывы ручных гранат, а только видны облачка дыма от них. Огневые точки противника были захвачены нашей пехотой в рукопашной схватке, и перевал был взят штурмом. Храбрые бойцы роты Пляйса одерживали верх над противником. Были взяты более 100 пленных, захвачены 20 пулеметов и другая военная техника. Сам Герд Пляйс был ранен, но оставался со своими гренадерами до конца боя. Ворота в Грецию были распахнуты. Однако бои продолжались. Первый батальон нашей мотопехотной бригады СС лейбштандарт Адольф Гитлер атаковал отступающего противника в бешеном темпе. Вражеские танки уничтожались противотанковыми и самоходными орудиями. Самолеты противника пытались помешать нашему наступлению, но их бомбы не достигали желаемого англичанами эффекта из-за трудностей бомбардировки в горах. Гауптштанфюрер СС Френд, командир батареи 88 мм орудий, был взят в плен и провел ночь в британской колонии. На заре наша пехота освободила его, а заодно взяла в плен значительное число новозеландцев. Рано утром был взят южный спуск с перевала. Крупные силы британцев и греков пытались вернуть потерянное и отбросить немцев обратно за перевал. В распоряжении британцев имелось большое количество танков, и они серьезно угрожали нашему авангарду. Первый батальон мотопехотной бригады СС лейбштандарт Адольф Гитлер уже вышел на открытую местность, а наши самоходные орудия были все еще на горной дороге, что создавало опасную ситуацию. Первые танки противника были уже на полпути от головной роты, когда вдруг появился оберштурмфюрер СС Науман со своими двумя 88 мм орудиями. Открыл огонь и положил конец кошмару. Британские танки один за другим взлетали в воздух или дымясь замирали. Танковая атака захлебнулась в огне, смертях и обломках. В то время как 9-я танковая дивизия двигалась на юг, мой разведывательный батальон устремился в направлении озера Кастария. Тени ночи уже окружали нас, когда мы увидели темные горы и нужный нам перевал Клисура. Нашей целью был город Корча и штаб 3-го греческого корпуса. Но до этого перед нами был перевал Клисура, который сам по себе был серьезным препятствием для техники, не говоря уже о противодействии противника. Когда мы поднимались до высоты почти 1400 метров, окружающие горы, казалось, давили на нас. Продвижение было быстрым. Два хребта, протянувшиеся перед нами, были преодолены в ближайшие полчаса. Перед нами лежал широкий горный массив,
По нему шла, извиваясь, дорога, уходя вверх чередой узких извилин серпантина. Обратного пути уже не было, повернуть назад было невозможно. Слева горы круто обрывались в ущелье, в то время как справа вздымались вверх отвесные скалы. Маленькие горные деревеньки казались вымершими и покинутыми. В последней деревне ее обитатели смотрели на нас с ужасом. Их лица выражали вопросы и ожидания. Нас охватило жуткое напряжение. Запах выхлопных газов заполнил чистый горный воздух. Следующий хребет появился прямо перед нами несколькими рядами. Дорога слегка отклонялась вправо, а затем проходила по мостику через узкое, но глубокое ущелье. Мы осторожно маневрировали в направлении поворота дороги. В любой момент мы ожидали града пуль или камней, обрушившихся на нас сверху. Мы чувствовали себя так, будто шли по горячим углям. Авангард остановился. Солдаты спрятались за укрытие и приготовились открыть огонь. Что происходило? Огня все еще никто не открывал. Охваченный нервным напряжением, я побежал вперед. Вдруг перед нами на дороге разверглась пропасть. Мост через ущелье был взорван. Массивный каменный пролет моста грудой камней лежал на дне ущелья и образовал низкую седловину. Мы были удивлены, что препятствие не охранялось и не было никаких признаков вражеских позиций. Мы осторожно пробирались вперед к обрушенной седловине. Ущелье было, наверное, 15 метров шириной, и его легко могли пройти пешие солдаты. Однако оно было непроходимо для мотоциклистов. Головному взводу было приказано прикрывать дальний конец моста и обеспечивать безопасное возведение временного моста. Едва только гренадеры добрались до обломков моста, как вокруг нас засвистели пули пулеметных очередей. Мы смогли различить позиции противника справа от нас, на вершине горы. Вспышки огней из пулеметных стволов указывали их местоположение. В воздухе со свистом пролетели мины и взорвались в ущелье позади нас. Эти неприятельские минометы пытались отогнать нас от препятствия. Мой батальон попал в очень неприятное положение. Он не мог двигаться ни вперед, ни назад. Не было никакой альтернативы. Мы были на единственной дороге, идущей через горы в тыл 3-го греческого корпуса. Преодоление такого горного массива действительно было по плечу только горнострелковым частям, а не разведывательному батальону моторизированной бригады. Но эти размышления были поглощены текущими событиями. Под рукой не было горных войск, поэтому нам приходилось выполнять их работу. И мы это сделали. Обе наши мотоциклетные роты на рассвете атаковали позиции противника, в то время как я продолжал движение по дороге с водителями, штабом и ротой бронемашин, отвлекая внимание противника от направления основной атаки. Тяжелое вооружение и артиллерия понадобятся нам только позднее. Между тем на ущелье опускалась темнота. Противник время от времени открывал по препятствию беспокоящий огонь. Наши саперы, чтобы выровнять взрывом подходы к прежнему мосту, пробурили отверстия для заряда взрывчатки. Взрыв, и в считанные секунды массивы земли и камней рухнули в ущелье поверх обломков моста. Теперь мой подвижный разведбатальон превратился в стройбат. Крепкие гренадеры перетаскивали валуны и сбрасывали их вниз на обломки моста. Живой конвейер перетаскивал камень за камнем. Вскоре после этого по временному мосту прошла первая противотанковая пушка. Как только новый мост был закончен, две мотоциклетные роты начали подъем на горный массив. Мотоциклисты стали горными егерями. Гренадерам пришлось забраться вверх на 800 метров, прежде чем атаковать очаги сопротивления противника. Обе роты шли на штурм. Каждая из них, отделенная другой пропастью, приходилось действовать самостоятельно. Хоть они и шли по отдельным маршрутам, у них была общая цель – перевал. Теперь перед нами был враг. Усталость солдат как ветром сдуло. Нервы были напряжены, все инстинкты к действию обострены. Наши воины пользовались традиционной тактикой, применяемой в труднопроходимой местности. Поддерживали друг друга, находили при подъеме уступы для опоры. Рота Краса также удалялась от пропасти вправо и взбиралась на гору. Ей выпало пройти самый длинный путь. Я взял на себя заботу об отделении, которое должно было наступать по дороге. Оно состояло из 30 бойцов. В нашем распоряжении было несколько бронемашин, противотанковых пушек и отделение 88 миллиметровых зениток. Дорога серпантином уходила все выше и выше, и у нас совсем не было связи с другими ротами. Было тихо. Ничто не нарушало тишину ночи, не раздавалось ни единого выстрела. Луна исчезла за горами, и ночь становилась все темнее и темнее. Судя по карте, мы достигли большого изгиба дороги,
которая должна была идти вокруг последней скалы в тыл противника. Его позиции должны были находиться высоко над нами. Наш замысел состоял в том, чтобы обойти его фланг и отрезать пути к отступлению. Дорога сворачивала за гору и тянулась еще на 400 метров в северном направлении, прежде чем снова повернуть на запад, к группе крестьянских домов. Возле этих домов и находился перевал, где дорога пересекала гребень хребта, а затем спускалась к озеру Кастария. Я не осмеливался двигаться дальше вперед. У меня было ощущение, что что-то было не так. Нужно было подождать до рассвета. На перевале было ветрено и холодно. Мы плотно прижимались к скале. Взвод Наумана вытянул на позицию 88 миллиметровую зенитку, так, чтобы она могла накрывать своим огнем крестьянские дома и гребень хребта. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.